И всем привет, дорогие друзья, с вами Мартинес, и на ваших экранах City Bus Manager, третья серия. Что ж, давайте посмотрим, что будет с нашим автобусным парком дальше. Начинаем. Итак, друзья, я промотал немножечко времени на утро, выпустил на рейсы автобусы. И, к сожалению, несколько модов было удалено из мастерской Steam, поэтому, возможно, некоторые автобусы у нас тоже удалились. Давайте мы проверим наши маршруты. Перед тем, как игра загрузилась, вышло уведомление о том, что автобус, который был электробус, к сожалению, у нас недоступен, поскольку не загрузился из мастерской. Я проверил, в мастерской этот мод уже отсутствует. Смотрел на форуме, в обсуждениях автор написал, что его заблокировали, и все его моды тоже, к сожалению, были заблокированы. Ладно, не будем расстраиваться, у нас есть еще автобусы, поэтому я вернусь к вам, как только будет что-нибудь интересненькое. Итак, друзья, давайте пробежимся немножечко по нашим маршрутам, посмотрим прибыль. Мы видим, несколько маршрутов у нас уже приносят прибыль в 5000. Это, в принципе, неплохо. Всего у нас получается 6 маршрутов. Один из них вообще ничего не приносит. Но он, по-моему, да, он был... Я его сделал за кадром. И он начнет действовать только со следующего дня. Что вы его увидите. Давайте я вам его покажу. Это у нас 6-й маршрут. На карте он у нас обозначен. Вот. Я соединил, получается, южную часть нашего города с центральной его частью. И немножечко забрался наверх, в сторону Финляндского вокзала. И вот здесь у нас на Выборгской улице конечная. Автобус делает кольцо, такой кружочек, и едет обратно. Вот. Ну, в принципе, вы сами видите его маршрут. Он оранжевенький подсвечивается. Так, давайте продолжаем. Нам нужно назначить смену. Выпустим автобус. Проверим, все хорошо у него. Ну и если будет что-нибудь интересненькое, я к вам вернусь. Итак, друзья, за кадром я приобрел 2 автобуса, поскольку пришлось взять кредит, поскольку нам нужно назначить на смену автобус большой вместимости, как видите, до 400 человек. Я взял 2 автобуса на 63 пассажира и 99. Это из всего того, что у меня открыто. Да, тут видите, текстура почему-то не прогрузилась. Это модовый автобус. В покраске он хорошо смотрелся, а здесь почему-то текстура не очень. Ну да ладно, мы его потом немножечко заменим, если будет такая возможность. Давайте отправим его на линию и обслужим. Наведем частоту. Также посмотрим, что еще можно будет сделать в нашем парке. Дождемся новых смен. И как только нам выпадут новые смены, я к вам вернусь. Также нам прилетели несколько заданий для назначения смен. Все, какие возможно, я назначил. И вот у нас вот еще прилетают задания. Ага, вот приехал автобус, значит, мы успеем и его тоже назначить. Давайте мы ему сначала назначим задание, а потом наведем частоту. Так, вот задания прилетают. Нужно 2 смены назначить. Буквально в течение 5 минут. Посмотрим, может быть, кто-нибудь еще к нам вернется в парк, и мы переназначим им новое задание. Так, вот еще один вернулся. Назначим его. Так, не можем назначить. А у нас нет водителей, чтобы назначить. Вот-то как. Придется нанять новых водителей. Необходимы шкафчики. Ну, давайте добавим шкафчики. Место у нас для этого есть.
Поставим несколько штучек и наймем водителей. С таким хорошим навыком и с дружелюбием. Ну, вот этого давайте еще дружелюбного стажера возьмем. У нас, смотрю, здесь все стажеры. Вот пока этих нам лиц хватит. Назначим автобус. И попробуем навести частоту. Давайте. Надеюсь, за 2 часа успеют. Дождемся какого-нибудь автобуса, который вернется к нам с рейса. Пока, к сожалению, у нас нет автобусов, готовых выйти в рейс. Нам вот уже нужно 2 рейса назначить, 2 смены. Ну что, ждем автобусы. Появился, видимо, автобус у нас, потому что нам дают назначить. Да, вот он вернулся. Возвращается в парк. У нас осталось 2 минуты, чтобы назначить смену. Но пока никто к нам не возвращается. Возможно, мне придется сейчас покупать еще один автобус. Благо, деньги у нас есть. Так, кто-то возвращается. Смотрим. Ага, вот автобус возвращается. И переназначаем его на смену. Так, у него какая-то проблема с двигателем. А, у него указатель поворота сломан. Давайте отремонтируем. Но сделает это он только после рейса. Ну ладно. Ну а если что-нибудь интересненько будет, как вы уже поняли, я к вам вернусь. Да, друзья, у нас разблокировались обновления автобусных остановок. Сейчас я вам покажу, что это такое. Переходим на карту. И переходим на наши автобусные остановки. Такая вот кнопочка здесь. Мы видим все остановки, какие у нас есть, а также их состояние. Видим, что по одной звезде у нас некоторые. Давайте начнем с конечных. Вот у нас конечный Финляндский вокзал. Конечно, одного из маршрута 1А. Тут мы видим, что ближайший рейс у нас какой, во сколько у нас выезжает и в какую сторону едет. И сколько ожидающих пассажиров на остановке. Здесь мы видим удовлетворенность этой остановкой и улучшение. Сейчас мы, получается, тратим на эту остановку 45 евро в день на обслуживание ее. И сейчас мы можем ее улучшить за 400 евро, и на ней появится сиденье под крышей. То есть, если мы ее улучшим, наши пассажиры будут ждать автобуса уже в другом комфорте, под крышей, и их не застанет, например, там дождь, снег, от погоды будет зависеть. В общем, все для наших пассажиров. Давайте улучшим. Вот видите, мы улучшили остановку. Да, стоимость ее обслуживания увеличилась. Однако удовлетворенность тоже была увеличена. И мы видим, что некоторые остановки у нас уже с хорошей удовлетворенностью, а некоторые фактически никакой. Ну, пока денежки у нас есть, давайте улучшим несколько остановочек. Я предлагаю сделать улучшение на конечных для начала. Так, найдем. Можно и ходить по карте тоже искать. Вот у нас Первыборгская улица конечная. Здесь, правда, удовлетворенность хорошая, но давайте мы ее еще улучшим. Да, это для нас расходы, но что поделаешь. Нужно же как-то удовлетворять наших пассажиров. Улучшим здесь. Посмотрим, что у нас еще здесь, конечно, и должна быть. Это горный университет. Улучшим ее.
Так, вот здесь у нас конечная. И у нас конечная вот здесь. Тоже ее улучшим. Так, пока поулучшали эти конечные. Московский вокзал. Не хочет на остановку нажиматься. Тут автобус стоит, мешает нам. Ага, вот, получилось. Улучшаем. И давайте улучшим какой-нибудь остановки в центре. Например, вот Дворцовую площадь. 2 остановочки улучшим. Ну и в принципе пока что все. Больше ничего улучшать не будем. Остановок у нас много. Так, ну вот может быть улучшим вот эту остановочку. Здесь 47 пассажиров у нас ожидают. Улучшим им комфорт этого ожидания. Здесь вот у нас получается 35 пассажиров. Улучшим им тоже комфорт. По 15, по 16 пассажиров и даже вот 24. Но сейчас видно, что не такое большое количество пассажиров. Иногда в час пик и бывает и по 300 человек ждет на остановке, и по 400, и даже 500 бывает. Все зависит от города, от маршрута и от загруженности линии. Здесь у стадиона можно улучшить остановочки. Пока денежных средств у нас хватает, давайте мы этим с вами и займемся. Смотрим, где у нас еще достаточное количество пассажиров. Вот здесь вот 15 стоит. Тут вот еще есть. Вот здесь вот не совсем удовлетворены. Давайте еще вот эту улучшим. Вот тут можно. Вот эту. Ну давайте какую-нибудь последнюю возьмем. Вот, например, 10 пассажиров стоит. Ее тоже улучшим. А пока хватит с нас улучшений. Давайте вернемся в наш парк. И, наверное, я к вам вернусь, как закончится день. Да, давайте так и поступим. Я вернусь к вам, как только закончится день. Итак, друзья, наш день закончился. Автобусы возвращаются в парк. Сейчас необходимо осуществить их обслуживание, а также ремонт, кому это необходимо, вот, допустим, вот этому автобусу. Мы видим, что мы в минусе. Ушли в минус на 3000. Это получилось из-за того, что мне пришлось взять кредит, приобрести два новых автобуса. И получается, вот за вчера мы получили прибыль 19 тысяч, а траты у нас были 9 тысяч. А сейчас мы потратили 10 тысяч на обслуживание автобусных остановок и кредит уже за сегодняшний, можно сказать, день, за четверг. Поэтому мы и ушли в минус. А так, за вчерашний день мы были в плюсе, получили мы 9800 евро чистыми. Ну а так, прибыль наша составила 19800. В принципе, это неплохо, я бы сказал, даже отлично. Билетов мы на 11800 продали. Посмотрим количество билетов проданных. 4307 билетов мы за вчерашний день продали за сутки. Отлично. Отличный результат. Можно даже чуть-чуть снизить цены. Давайте чуть-чуть снизим. Ставим 5 евро. На одну поездку пусть будет, ну, минимальная 1,50. Здесь давайте минимальную 1 евро сделаем. Посмотрим, что нам это даст. Давайте все поставим на минималку. Посмотрим, поэкспериментируем. Посмотрим, что нам это покажет. Ну, сейчас давайте займемся обслуживанием автобусов. Так, у нас поступило сообщение от Ленинградского зоопарка. Они сообщают,
что благодарят нас за проведение 4-го маршрута и очень довольны нашей работой и надеются, что мы сможем поддерживать высокое качество нашей работы. Они удовлетворены, это отлично. Ну, давайте займемся обслуживанием автобусов. Здесь нужно нам навести частоту, заправить, отремонтировать указатель поворота. Дальше, давайте здесь наведем частоту, заправляться. В принципе, можно не заправляться. Бак практически полон у него. Смотрим, что у нас еще есть. Обязательно наводим частоту. А то грязные автобусы — это очень плохо. Люди ругаются, когда автобусы грязные, да. И вы бы, я думаю, что сами не стали бы ездить на грязных автобусах. Хотя, какой у нас выбор есть? У нас нет выбора. В принципе, если так выражаться. Давайте снимем с паузы. Подождем прибытия автобусов других. Ну и думаю, что мы подведем итоги этой серии. Дождемся прибытия автобусов. Уже вот предлагают завершить день, но день не сможет завершиться, поскольку идет обслуживание автобусов. Видите, вот если я нажму завершить день, уходит уведомление, что невозможно, поскольку у нас вот автобус, например, на автомойке. Вот. Так, посмотрим на карте. А, да у нас все автобусы, оказывается, вернулись. Отлично. Ну, в принципе, неплохо, раз все вернулись. Да, я тут, видите, разместил еще несколько стояночек для наших автобусов. Что я предлагаю? Я предлагаю чуть попозже вот поставить кондиционеры и систему информирования пассажиров наших автобусов, как только у нас будет достаточное количество денежных средств. Видите, нам необходимо на это на все 18 200. Так вот, а ну мы пока в минусе, минус 3000 у нас. Что я предлагаю? Давайте дождемся утра, выпустим на линию автобусы, посмотрим, хватит ли нам их или нет. Если нам их хватит, и это будет шикарно, и тогда мы подведем итог этой серии и завершим ее. Ну а я к вам вернусь утром. Так, друзья, 3:57 на наших часах. Нам уже предлагают назначить смены на маршруты. Давайте начнем назначение смен. Начнем с небольших автобусов. Вот видите, нам предлагают назначить смену сразу же на 2 маршрута. То есть автобус сначала проедет на 5-м маршруте, после чего завершит работу на нем и переместится на 6-й маршрут. Будет ездить на 6-м маршруте уже до конца смены. Давайте выберем какой-нибудь. Так, вот на новый тоже 6-й маршрут автобус нужно назначить. Назначим. Так, посмотрим. Еще на 6-й маршрут. Еще. Так, вот на 3-й и на 5-й маршрут нам предлагают. На 3-й и на 1-й А. 5-й и 5-й. Давайте на 5-й назначим большой автобус. Так, предлагаю здесь назначить тоже большой. На 99 пассажиров в самый раз. И здесь, конечно, тоже нужно большой, но у нас больших уже не осталось. Есть только вот на 63. Давайте его отправим. Здесь тоже предлагают большой, но больших у нас, понимаете, нет. Давайте вот этот на 5:20. Пустим вот этот. А маленькую маршрутку на 6-й маршрут. Сколько мы даже не знаем, сколько там будет пассажиров. И еще нам необходимо 2 автобуса, получается. Это на 6-й маршрут. После 6-го маршрута они выедут на один. Вот на 1А уйдет маршрут, другой на 3-й маршрут. Ну, автобусов у нас нет.
Денег тоже нет. Поэтому давайте перемотаем. Вот уже нам 3 автобуса нужно назначить. Ждем. Давайте подождем, пока у нас наша прибыль начнет увеличиваться, наши финансы. Начнут люди покупать билеты, осуществлять поездки ранние утренние. И, возможно, мы успеем выпустить. Нам уже 4 автобуса нужно, вот так вот. И, к сожалению, у нас этих автобусов нет. Да. И вот у нас уже задержка с заданием. На 6-й маршрут мы не можем выпустить автобус. И здесь тоже, получается, не сможем выпустить. И не сможем выпустить 2 автобуса на 3-й маршрут. Печально. Вот как раз на утренний час пик. Придется людям обойтись без утренних дополнительных автобусов. Сколько у нас их нет? Вот мы получили денежки 19 тысяч, а мы выполнили задание по покрытию. Ну, давайте, поскольку денежки у нас поступили, мы возьмем парочку автобусов. Самых дешевых, дешманских каких-нибудь. Может, из поддержанных посмотрим. Поддержанные, к сожалению, все дорогие. Даже если я буду сбивать цену, за маленькую цену мы их не возьмем. Ну давайте возьмем. Даже 2 автобуса мы не сможем взять, не хватит нам сейчас денег. Как минимум 24 тысячи нужно. Давайте не будем ничего брать пока. Немножечко подождем. Так, вот мы еще задание выполнили. 22 тысячи за это получили. Так, возможно, это задание мы тоже сейчас не сможем выполнить еще. 90 поездок не успеем за утренний рейс совершить. Так, вот у нас 23 тысячи, смотрим. 3 автобуса нужно выпустить. Одно задание у нас убралось. Сколько мы его пропустили. Сейчас скоро и вот это уберется. На 5:35 на 6-й маршрут. К сожалению, не сможем никого выпустить. Сейчас наберется 24 тысячи. Возможно, я возьму автобус. А вот уже и то убралось. И здесь задержка с заданием. Не очень хочется наших пассажиров расстраивать. Ну что поделаешь. Может быть, возьмем за 22 тысячи и выпустим хотя бы один на одну смену. Давайте так и поступим. Вот этот возьмем автобус на 38 пассажиров. А в группу микроавтобусов добавим. Окраска. Вот он, что у нас есть. Вот такую давайте возьмем. Пользовать. Да, вот автобус прибыл. Давайте его вот на эту смену назначим. И отправим. Он сейчас сразу же отправится. Так, по исследованиям. Что у нас по исследованиям? Так, нам предлагают по автомастерской снизить расходы. Давайте возьмем еда для наших работников. Это отлично. И все, да? Да, все. Больше у нас ничего нет. Недоступно для исследований. Так, вот водитель, видимо, идет забирать автобус. Выезжает на линию. Давайте перемотаем. Сейчас он идет. Предлагаю подождать выполнения задания на успешных 90 поездок. И на этом мы с вами завершим эту серию. Так, друзья, я к вам вернулся. У нас поступило сообщение от Янатовиля. Они сообщают нам о том, что маршрут номер 2 должен быть обновлен. Со следующего дня будет действовать новое расписание.
Это получается первая поездка сейчас, если была в 9:28 утра, то новая первая поездка теперь будет в 8:28. Последняя поездка сейчас заканчивается в 6:30. С следующего дня последняя поездка уже будет в 7:30. Текущий интервал движения сейчас каждый час, новый интервал каждые полчаса. В час пик сейчас тоже каждый час, будет с завтрашнего дня уже каждые 30 минут. Да, это означает, что нам понадобится как минимум еще 2, скорее всего, автобуса. Печально, но что поделать. Будем как-нибудь с этим разбираться. Да, видите, нам нужно назначить смену новую на 4-й маршрут. Но, к сожалению, пока автобусов у нас нет. И у нас новое задание — отменять меньше смен. У нас отменилось 3 смены. И получается, 3 дня подряд мы не должны отменять смены. Не знаю, как у нас это выйдет. У меня сейчас даже нет денег на хотя бы на самый дешевый автобус. Все автобусы у нас сейчас на линии. И я не смогу вовремя выпустить вот этот рейс на 4-й маршрут. Там всего нужен небольшой автобус до 27 человек. Но у нас, видите, все автобусы на линии. Большинство даже загружены полностью, переполненные. Центр города. Вот. Ну, я думаю, мы сейчас как-нибудь постараемся решить эту проблему. Я к вам вернусь, как только что-нибудь придумаю. Так, друзья, на часах у нас полдень, четверг. К сожалению, я не смог решить ту проблему с выпуском автобусов в 10 часов, поскольку не смогли мы накопить денежки на новый автобус. Ни один автобус у нас не вернулся с рейсов. Все у нас в рейсах, заняты, работают. Сейчас у нас уже новые задания появились на назначение смен на 12 часов. Как видите, достаточно много этих смен. Очень, я бы сказал, много. Но, к сожалению, ни одного автобуса у нас еще не вернулось. И я думаю, что возможно мы будем вынуждены отменять эти рейсы. Что поделаешь, так скажем, пока мы не наберем определенное количество денег на покупки новых автобусов. Вот. Ну, я думаю, что... Так, вот видите, Джо у нас очень рад работать здесь. Я рад за Джо. Итак, я думаю, что мы завершим эту серию. Мы с вами сегодня закупили несколько автобусов. Влезли еще в кредиты. Запустили автобусы на 6-й маршрут. Видите, у нас ходят автобусы на 6-м маршруте. Также провалили, конечно, несколько смен, что печально. 3 смены у нас провалено, на самом деле 4. Пришлось провалить. Ну, думаю, что в скором времени у нас все будет хорошо, все улучшится. Будем на это надеяться. Так что, итак, друзья, если вам эта игра зашла, хотите организовать по ней стрим, пообщаться, пишите об этом в комментариях. Я найду время, чтобы организовать стрим. Организуем стрим по этой игре. Ну а с вами был Мартинес. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. А также пишите, что хотите увидеть в этой игре. Либо что хотите, чтобы я вам здесь показал. Возможно, не в этом городе, в других сохранениях. Пока-пока. Увидимся, друзья.